Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о скальпинге, и вы унесете с собой готовую торговую стратегию. Стратегия стабильная. Мы будем рассматривать на примере американского индекса S&P 500. Позволяет заходить с маленьким стопом и с высокой вероятностью профита отрабатывает. Одной этой стратегией вы можете, в принципе, жить и отлично зарабатывать. Но никто не отменяет того, что в первую очередь необходим опыт для понимания. И второе– выполнение требований, то есть дисциплина. Так, а пока мы не начали, нужна подписка с вашей стороны, лайки, и не забудьте в конце оставить комментарии. Может быть, вопросы, на которые я обязательно отвечу. Итак, начнем. Индекс S&P 500 двухминутка. Чаще всего я его торгую. Двухминутный график, я торгую 80% времени, соответственно, 80% трейдов у меня проходит именно по нему. Я использую только один индикатор в нескольких вариациях. Это средняя скользящая, двадцатка, двухсотка и восьмерка. Чаще всего я ее использую именно в скальпинге. Те, кто из вас часто смотрят мои шортс на YouTube, знают, что я люблю трейды от двадцатки. От двадцатки заходим по сигналу, стоп ставим за хай, рискуем всего одним баром, чтобы забрать великолепное движение. К сожалению, в этот раз я его пропустил, и поэтому вы получите это видео. Скальпинг в основном это контртренд. Иногда контртренд переходит в полноценное трендовое движение. Иногда ваши трейды по скальпингу занимают, скажем, там 10-15 минут, и вы с отличным профитом уже уходите. Ну, соответственно, если это полноценный тренд, то вы можете посидеть до конца дня, закрыть трейд и неделю больше не трейдить. Итак, приступим. Черными линиями я обозначил круглые цифры. Именно на них будет основной упор. Естественно, не каждую круглую цифру мы можем трейдить. Должны выполняться следующие условия. Первое. Актив должен пройти достаточно много. Это не будет какой-то кусочек из 50 маленьких двухминутных свечек. Движение должно быть довольно большим относительно движений, которые проходят в среднем актив. В идеале мы должны получить фэтбар. О фэтбаре вы можете посмотреть в моих обучающих видео. Ссылка будет в описании. Фэтбар, очевидно, завершающий. Как вы могли понять из первой круглой цифры, мы здесь не заходим, потому что актив прошел недостаточно. Далее, как только выбивает круглую цифру, мы заходим в трейд. На примере спая стоп 15, максимум 20 центов. Как только мы получаем первую свечу в обратном направлении, мы стоп переносим без убыток. Второе условие, которое должно выполняться, должен быть спейс до восьмерки. То есть достаточное расстояние. Она не должна находиться близко или в упор, как, например, вот здесь. Слишком маленькое расстояние, поэтому мы не заходим в трейд. Далее, первый наш таргет также приходится на восьмерку. Как только мы коснулись восьмерки, мы фиксируем часть профита. Далее мы работаем по пивотам, либо по пивотам, то есть стоп переносим за откат, либо за pullback. То есть это наш первый хай, наш первый пивот. Нас интересует пивот, который будет формироваться снизу. То есть это должен быть higher low. То есть это наш low. Higher low значит low, который будет выше low предыдущего. В моем случае я закрываю часть около восьмерки. И это в районе 70-75 центов.
Обращаю внимание, что риск у нас был 15. Можете сами посчитать, каким было соотношение риск к профиту. И на этом трейд мой закончился, потому что здесь меня закрыло в безубыток. Но на этом торговый день еще не закончился. У нас будет еще один трейд. Далее, третья цифра. Здесь мы не заходим в трейд. Почему? Да, мы получаем фэтбар. Но, во-первых, он сразу после сингл-бара. Что такое сингл-бар? Когда у вас трендовое движение, и вы получаете один единственный бар, который сразу выбивается тем же цветом по тренду, его мы называем сингл-бар. Так как здесь у нас сингл-бар, то есть по факту, если мы посмотрим, допустим, минутный таймфрейм, то увидим, что там немножко актив постоял. То есть первая свеча после сингл-бара мы в трейд не заходим. Причем бар закрылся в районе 80 копеек. И вы можете посмотреть, что актив откатил круглой. Да, он ее немножко вывел, но в итоге ниже провалился. И так будет чаще всего. То есть, если вы будете пытаться заходить в районе круглой, ставить стоп, актив будет буквально немного отходить и сразу давать продолжение движения. Нас такие условия не интересуют. То есть вы, допустим, зашли где-то здесь, актив только отошел, вы наберетесь опыта и будете думать, что, блин, надо быстрее переводить стоп в безубыток, и чаще всего у вас будет закрывать в безубыток, а потом, когда вы будете заходить в правильной зоне, как, например, во втором примере, и быстро переводить стоп в безубыток, вас будет щелкать по стопу и уходить без вас. Начнется нервотрепка, а нервотрепки в принципе не должно быть, потому что у вас есть четкие условия, когда вы их исполняете, вы будете максимально спокойны. А трейдинг должен быть спокойный. Вы ни в коем случае не должны нервничать. Если вы начинаете нервничать, значит с вашим трейдингом что-то не так. И нужно работать, скорее всего, над дисциплиной. Итак, да, здесь был спейс до 8, но так как это пэт-бар после сингл-бара, мы в трейд не заходим. Итак, мы подходим к следующей цифре, наш четвертый пример. То же самое. Как только выбивает круглую, заходим, стоп, 15-20 центов. 15-20 центов – это именно на этом примере. Если актив ходит очень быстро, проходит очень много, то есть, например, у вас круглая цифра может быть 100, 101, 102, 103, если актив быстрый или волатильный, у вас будут ваши круглые, например, 100, 105, 110 или 100, 110, 120, 130. Опять же, вы это получите с опытом. Нужно будет полистать историю актива. Итак, зашли, точно так же 15-20 центов стоп. Мы получили инициирующую свечку, стоп переносим в безубыток. Далее наш первый таргет 8, и мы его закрыли. Мы сформировали пивот. Как только пошли на ретест, где-то в этой точке, стоп переносим сюда за него. Мы подошли к 20-ке, она довольно быстро подошла. Я закрыл здесь еще одну часть, около 20-ки. 20-ку мы пробили, и в этом случае я закрыл, не в этом случае, в этом трейде я закрыл последнюю часть в районе круглой. Времени было уже много, мне было неинтересно, что будет происходить дальше. Но как должны были действовать вы? Либо вы двигаете стопы по пивотам, как я сказал ранее. То есть, например, дальше здесь какой-то откат, вы переносите стоп за него. Либо вы двигаете стопы бар-бай-бар. Как только открывается этот зеленый бар, вы стоп переносите за предыдущий. Открывается следующий, стоп переносите за предыдущий. Итак, двигаете стопы, пока здесь не появится какой-нибудь красный бар, который вас полностью закроет. Есть такой вариант. С опытом вы начнете понимать, как правильно двигать стопы. Возможно, здесь было хорошее трендовое движение, которое я пропустил, но ничего страшного, всех денег с рынка не заберешь. Далее, какими могут быть ваши таргеты? Обратите внимание, что у нас движение
началось отсюда и закончилось, в принципе, вот здесь. Первое. 30% от этого движения был откат. Иногда будет откат 50%. Это наши таргеты. В данном случае в первом трейде совпало так, что 30% отката – это наша восьмерка. Далее, второй наш трейд. Мы берем полное движение, и как раз вы видите, что первый пивот в районе 30%. Да, восьмерка чуть ниже, но в любом случае мы должны следовать нашим правилам и фиксить часть профита здесь. Либо вы можете, например, выходить не 3 частями или 2, а закрывать позицию, допустим, 5 частями. Вы начинаете распределять свои лимитники, начиная от восьмерки до 30%, например. Далее пивот, откат на 50% приблизительно. Стоп перенесли. Решаете двигать стопы бар-бай-бар. Как только один из баров вас выбивает, вы по стопу можете закрыть только часть позиции. Например, вы могли часть позиции закрыть в районе следующей круглой, дождаться пивота, перенести стоп за пивот и, возможно, забрать еще какой-то экстра профит. Так, еще раз повторюсь. Полное обучение будет у меня на канале. Подписываемся обязательно. Смотрим мои шорты. Вы увидите, что присутствует постоянство в моих трейдах. Одни и те же стратегии я использую. Все будет разобрано в базовом обучении. Его достаточно, чтобы профитно трейдить. Далее, после обучения, будут разные дополнительные видео с деталями, которые помогут вам стать еще более профитными. То есть, например, лучше или грамотнее выходить из сделки, грамотнее или раньше заходить в сделку и так далее, и так далее. А много нюансов, о них можно говорить часами. Все, спасибо за просмотр, подписываемся.